Биография Алики Смеховой. Алика Смехова – российская театральная и киноактриса, певица. Широкую популярность приобрела после клипа на песню «Не перебивай» в дуэте с Александром Буйновым и исполнение роли Сони в телесериале «Бальзаковский возраст» или «Все мужики СВО». Телеведущая и участница нескольких популярных шоу. Заслуженная артистка России. В 2020 году вместе с отцом, артистом Вениамином Смеховым, создала музыкально-поэтическое представление «Старомодное признание». Детство, юность, семья. Алика, настоящее имя Алла, родилась весной 1968 года в московской творческой семье Аллы и Вениамина Смеховых, где уже подрастала дочь Елена. Старшая сестра впоследствии стала писательницей, а Алика, сколько себя помнит, мечтала быть актрисой, работать в театре, как папа. Вениамин Борисович, легендарный Атос из не менее знаменитого фильма о мушкетерах, служил в театре на Таганке. Мама, Алла Александровна, по окончании Института пищевой промышленности, получила еще одно образование в ГИТИСе, театроведческое. После этого работала администратором в театре киноактера, затем на радио, телевидении, в театре «Ромен». Когда в их доме собирались гости, по большей части знаменитые на всю страну люди, Алика обожала выступать перед ними, копируя эстрадных звезд. Особенно бурные аплодисменты она срывала после песни Софии Ротару «Я, ты, он, она, вместе, целая страна». Девочка училась во 2 классе, когда в их школу на Красной Пресне пришли со знаменитого молодежного театра Вячеслава Списивцева, чтобы пригласить ребят на кастинг в театральную студию. Алика пришла вместе со всеми, с короткой стрижкой, в шортах, с замазанными зеленкой коленками. Худую и высокую не по годам, ее приняли за мальчишку. Когда Смехова прошла отбор, Списивцев спросил: «Мальчик, а как твоя фамилия?» На что Алика обиженно ответила, что она девочка. Узнав, чью дочку он только что принял в студию, режиссер лишь улыбнулся. С ее отцом они раньше делили одну театральную гримерную. Клятву мельпомене, которую юные студийцы давали в ВТО на улице Максима Горького, Смехова запомнила навсегда. И сдержала ее, как всегда держала свое слово. Деятельная девочка успевала все. Хорошо учиться, ездить с классом на практику, заниматься в студии, окончить музыкальную школу. Она даже снялась в «Ералаше» в возрасте 9 лет. Ей было 12, когда отец предпочел ее матери-театроведа Галину Аксенову и ушел из семьи. Развод больно ударил по чувствам брошенной жены, переживали и дочери. Долгое время Алика была обижена на папу, лишь со временем их отношения снова наладились. Обидным было и то, что из-за ее знаменитой фамилии те ребята, которых не приняли в студию, стали говорить, что Смехова туда попала по блату. Так впервые Алика задумалась о том, что ей нужно искать собственный путь для самовыражения. Именно поэтому после школы девушка поступила сначала в Гнесинское училище, где проучилась год, а затем в ГИТИС на факультет актеров музыкальных театров, где не сразу нашла себя. Я ощущала себя меццо-сопрано, хотела петь партии страстных, драматических героинь. А меня вели как лирическая сопрано, давали партии голубых героинь, и это не сходилось с моей натурой. Спасло то, что вскоре на факультет пришла преподавать Тамара Григорьевна Миансарова, эстрадная исполнительница песни «Черный кот», «Прим», «Ред», «Азнайвс», «Ру». Она то и поставила мне настоящий эстрадный голос. На государственном экзамене по вокалу Смехова огорошила комиссию своей программой из старых еврейских песен, которые она исполняла на идише. Весь облик выпускницы тоже не соответствовал общему стилю. Остальные девушки были одеты в воздушные платья, а Алика пришла на экзамен в строгом брючном костюме. Ее и не хвалили, и не порицали. С одной стороны, репертуар непривычный, с другой – боялись обвинений в антисемитизме. Молча поставили 5, и в результате Смехова получила красный диплом, который впоследствии нигде ей не пригодился. Зато пригодился талант певицы. Музыка. В 90-е годы вместе со Славой Медяником Алика записала в Нью-Йорке первый альбом «Я тебя очень жду». В него вошли песни, написанные Смеховой еще в годы юности и студенчества, например, «Ночное такси». Следом за несколько лет она записала еще 3 диска. Один со студией Zeka Records «Чужой поцелуй», в который вошла композиция «Не перебивай». Второй «Дикая утка» на своей собственной студии звукозаписи, созданной в 1999 году. Спустя несколько лет артистка спела дуэтом с Михаилом Шуфутинским песню в стиле шансон «Капли теплоты». Затем Смехова создала собственную программу, с которой начала гастролировать по стране. В репертуаре были композиции на стихи Анны Ахматовой,
старинные русские романсы, еврейские и цыганские песни. Постоянным ее аккомпаниатором стал виртуозный гитарист Роман Зорькин. Не один раз артистка выступала вместе с отцом, а затем появилось их совместное поэтическо-музыкальное представление «12 месяцев танго». Также Смехова записала альбом «Для тебя», после которого сосредоточилась на кинематографе. Кинокарьера. Смехова признавалась, что в начале кинокарьеры делала немало ошибок и не умела правильно расставлять приоритеты. К примеру, отказалась от съемок в картине Василия Пичула «Маленькая Вера», поскольку уже собрала чемоданы для отдыха в сочинском санатории. Роль Веры досталась Наталье Негоде и превратила актрису в советский секс-символ. Смеховой же казалось, что впереди множество прекрасных ролей и предложений, ведь она начала активно сниматься еще на 3-м курсе и думала, что так будет всегда. В конце 80-х она снялась в роли Раи в комедийной картине Александра Майорова «Страховой агент». Сыграла богемную девицу Нину в драме Карена Шахназарова «Курьер», затем появилась в образе цыганки в фильме Алексея Коренева «Акселератка». Героини Смеховой – сильные, уверенные в себе девушки. Она – Цилия Ихбаум из фильма «Фантазия» Александра Зельдовича «Закат», буфетчица в дебютной картине Валерия Тодоровского «Катафалк», принцесса в музыкальной ленте Радомира Василевского «Рок-н-ролл для принцесс». Жанна Агузарова в драме Сергея Ливнева «Кикс». Главную роль Александры она сыграла в драме Александра Баранова «Женщина дня», а в российско-французском ремейке «Золотого теленка» под названием «Мечты идиота» предстала в образе Заси Синицкой. Еще одним совместным российско-французским проектом стал триллер Павла Лунгина «Линии жизни», где Смехова ярко сыграла ночную бабочку. Главные роли исполнили Винсан Перес, Татьяна Черкасова, Армен Джигарханян. Несколько лет Алика не снималась, записывая новые песни, а в конце 90-х она сыграла певицу Анжелу Рудину в комедийном боевике Александра Полыникова «Тонкая штучка». В других главных ролях в картине были заняты Дмитрий Певцов, Александра Захарова, Илья Олейников. В криминальной драме «Закон» Смехова снялась в дуэте с Дмитрием Назаровым. Далее актриса появилась в детективе «Моросейка. 12». Переломный момент в кинокарьере Смеховой наступил вместе с выходом на экраны телесериала «Бальзаковский возраст» или «Все мужики СВО». В картину на роль Софьи Бабицкой актриса попала без промышленного. Ее пригласил личный гендиректор канала НТВ, ранее учившийся вместе со Смеховой в одной школе. Равноправными партнершами Алики на съемочной площадке стали Жанна Эпле, Юлия Меньшова и Лада Дэнс. Телезрители с неусыпным вниманием следили за жизнью и отношениями 4 подруг. Амплуа роковой красавицы и здесь не оставила Смехову, хотя сама она заявляла, что очень мало похожа на свою героиню в жизни. Несколько раз актриса сотрудничала и снималась вместе с Дмитрием Нагиевым, пригласившим ее в свой проект «Осторожно, Задов». Или «Похождение прапорщика» на роль тети Лены. Затем Алика появилась в образе Марго в семейной комедии «Два отца и два сына», где Дмитрий играл главную роль. Удачливую карьеристку Регину Смехова сыграла в романтической комедии Рашида Маликова «Женский день». Главные роли в картине исполнили Светлана Иванова и Тимофей Трибунцев. Комедийный образ Ангелины достался актрисе в фильме Романа Качанова «Гена Бетон» с Гошей Куценко. Смехова не раз говорила, что предпочитает полнометражное кино. Так, она с удовольствием снялась в украинском музыкальном телевизионном фильме «Али Баба и 40 разбойников», сыграв жену Косыма. Музыкальная сказка была написана на стихи ее отца музыкантами Сергеем Никитиным и Виктором Берковским. В другом украинском проекте под названием «Мой принц» Алика появилась в образе главной героини Аллы Медведевой, богатой и успешной, но несчастной в личной жизни женщины. Ее экранным принцем стал Дмитрий Харатьян. В сериале «Тяжелый песок» актриса создала драматический образ Ривы Плоткиной. Судьбы еврейских семей в военные годы – близкая тема для актрисы. В роли мамы американской девочки Джейни Сойер ее сыграла Миша Бартон, влюбленный в группу «Тату». Смехова появилась в совместном американо-российском проекте «Ты и я». С Натальей Антоновой и Кириллом Гребенщиковым артистка снялась в мелодраме Юсупа Разыкова «Любовь надежды», а в компании Ильи Глиникова и Константина Милованова работала в украинской комедии «Домоправитель». В 2019 году на экраны вышли сразу 4 картины с участием актрисы. В криминальном сериале «Презумпция невиновности» Алика сыграла Маргариту Рожнову, маму главного героя. Также она снялась во 2-м сезоне комедийного сериала «Грант»
и в фантастической комедии с Егором Кридом в главной роли «Не идеальный мужчина». Роль Светланы, подпавшей под очарование главного героя, Алике досталась в сериале Дениса Евстигнеева «Дипломат». В комедии также снялись Александр Лазарев-младший и Светлана Немоляева. Личная жизнь Алики Смеховой. В детстве, когда родители расстались, Алика решила, что у нее будет все по-другому. Крепкий брак по большой любви, много ребятишек и большой дом. Когда за ней стал ухаживать старый друг Сергей Ливнев, сейчас кинорежиссер и сценарист, ей было 17. Романтически настроенная Алика согласилась выйти замуж. Но молодая семья прожила вместе лишь 6 лет. Причиной развода Смехова назвала нежелание мужа иметь детей. Затем артистка познакомилась с Георгием Биджамовым, одним из владельцев Внешпромбанка. Второе замужество, по ее дальнейшему признанию, стало большой ошибкой. Она не учла разницу менталитетов. Муж был ассирийцем. К жизни восточной женщины Смехова была не готова совершенно. Родственники Георгия не воспринимали ее как невестку. Да и муж вскоре завел роман на стороне. Ссоры и пропасть непонимания привели к тому, что актриса потеряла столь долгожданного ребенка на раннем сроке беременности. С мужем она развелась и старается не вспоминать об этом периоде жизни. Алика больше не верила в брак и старалась не вступать в серьезные отношения с мужчинами. Одно время ходили слухи, что у Смеховой начался роман с Денисом Евстигнеевым, что послужило его раздором в семье с Татьяной Цыплаковой. Сама актриса никаких комментариев по этому поводу не давала, равно как и не называла фамилии своего нового возлюбленного, Николая, от которого в 2000 году родила сына Артема. Перед тем, как родить ребенка, Алика обвенчалась с мужчиной в храме, но штампа в паспорте так и не поставила. Их семья, возможно, просуществовала бы долго, обоих устраивали такие отношения. Актриса купила дачу, занималась работой и сыном, а Николай взял на себя все хозяйственные хлопоты. Семейной жизни пришел конец, когда за Смеховой стал ухаживать известный чиновник, добивавшийся ее благосклонности очень настойчиво. Идиллия закончилась, когда Алика забеременела. Возлюбленный, некоторые СМИ считают, что это был учредитель нефтегазовой фирмы «Арети» Игорь Макаров, попросту исчез из ее жизни. Актриса решила оставить ребенка и родила сына Макара, а его отец внезапно появился с исками и судебными тяжбами, требуя от бывшей возлюбленной выплат миллионных сумм налогов. И пообещал отозвать свои требования, если Алика нигде и никогда не будет упоминать о его причастности к рождению ребенка. Ситуация для артистки была настолько абсурдной, что она прекратила всяческое общение с бывшим возлюбленным и дала обоим сыновьям свою фамилию. Ими она очень гордится и с удовольствием рассказывает журналистам про успехи Артема и Макара. Старший сын выбрал для себя изучение мировой экономики в знаменитой Плехановке, увлекается рэпом. У юноши есть девушка, которую он познакомил со знаменитой мамой, но Алика признается, что еще не готова стать бабушкой. Макар занимается музыкой, радует успехами в школе. После самоизоляции Смехова решила вместе с Анной Семенович заняться коррекцией веса, для чего уехала в подмосковную клинику. Алика Смехова сейчас. В 2020 году актриса снялась в телесериале «Спасская», где появилась в роли Майи. Ее героини в числе других отдыхающих находятся на морском лайнере. Также осенью актриса присоединилась к труппе театра МХАТ имени Максима Горького, который открыл новый сезон после карантина. Помимо того, Смехова порадовала зрителей своим участием в музыкальном спектакле Артема Каграманина «Дон Жуан». Нерассказанная история. Главная роль в нем досталась Ивану Ожогину. Артистка долгое время сомневалась, сможет ли она сыграть Пилар достойно и качественно. Но, приступив к репетициям, вдохновилась работой настолько, что предложила режиссеру сыграть эту роль по мотивам «Кармен», о которой мечтала очень давно. В ее костюме, гриме, ариях, но особенно в характере, появилось нечто от Карменситы. Правда, репетиции пришлось прервать на время самоизоляции, но все же премьера состоялась осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо того, вместе с отцом Вениамином Смеховым Алика представила в Эрмитажном театре Санкт-Петербурга новую музыкально-поэтическую программу «Старомодное признание». Вениамин Борисович выступает в нем как чтец. Его дочь поет любимые романсы «Если можешь», «Прости», «Мой костер в тумане светит», «В час роковой». Аккомпаниатор все тот же Роман Зорькин. Актриса признается, что в дуэте с отцом успела объездить полмира. Есть у нее и похожее сольное представление «Роман с романсом», где помимо исполнения песен Смехова самостоятельно читает стихотворение Анны Ахматовой.